До ядерной сделки с Ираном один шаг. Израиль решил сделать его невозможным. 2/3 жителей бейрутского пригорода Дахия бежали под угрозой ударов Израиля. Россияне атаковали Киев и Днепр ракетами и дронами. Украина ударила по нефтезаводу в Краснодаре и уничтожила корабль в Бердянске. Американское ядерное оружие появится в Польше и странах Балтии. Когда Лукашенко начинает бояться? Лондон остановился. Транспорт не работает. Велосипед – единственный способ передвижения. Роботы-собаки патрулируют побережье Тайваня. Команда ФАС на китайских шпионов и диверсантов. Вероники фэншуй по-перуански. Шаманы с бубнами и отваром из кактусов предсказывают итоги выборов. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Переговоры между Ираном и США продолжаются, несмотря на заявления о возможной приостановке из-за ударов Израиля по Ливану. Иранское агентство МЕР сообщает, что проект временного соглашения все еще обсуждается в Тегеране и не передан посредникам. Речь идет о промежуточных договоренностях для снижения напряженности до возможной финальной сделки. Ранее Тасним заявляла о паузе в переговорах, однако позднее источники и американская сторона сообщили о возобновлении контактов. Дональд Трамп допустил возможность соглашения в ближайшие дни, включая обсуждение открытия Ормузского пролива. В военном руководстве Ирана предупредили о риске возобновления конфликта с США. А спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф заявил, что при продолжении ударов по Ливану Тегеран может выйти из переговоров. Если израильская агрессия против Ливана продолжится, мы не только остановим переговорный процесс, но и перейдем к прямому противостоянию с врагом. Да здравствует сопротивление, да здравствует защита земли, да здравствует братство между ливанским и иранским народами. За последние сутки через Ормузский пролив после получения разрешения прошли 24 судна, сообщили в корпусе стражей Исламской революции. Тем временем цены на нефть снизились примерно на 2%. Брент опустилась к уровню около $93 за баррель, реагируя на сигналы о сохранении переговорного процесса. Израиль и Хезболла ночью и утром обменялась ударами. Хезболла заявила об атаках по израильским целям. Ливанские власти сообщили об израильских ударах по нескольким населенным пунктам на юге страны. Армия Израиля заявила о перехвате 2 снарядов, выпущенных с территории Ливана. Сообщений о пострадавших нет. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о продолжении операции против Хезболлы и отметил, что цель операции – ослабление и разоружение Хезболлы. Если израильские города будут продолжать подвергаться атакам, мы будем наносить удары по большей части Дахии, пригородному району Бейрута, который является гражданским и застроенным. Непосредственным результатом стало перемещение сотен тысяч жителей. По оценкам, до 600 тысяч из 950 тысяч жителей Дахии покинули район к вечеру вчерашнего дня. Возможно, этот процесс еще продолжается. Это создает сильное давление на Хезболлу и на правительство Ливана. Этот принцип был также доведен до американской администрации еще до начала операции. Мы не согласимся с обстрелами израильских населенных пунктов и будем действовать соответственно. Это же было подтверждено в разговоре премьер-министра Нетаньяху с президентом США. Американцы поддержали этот принцип. Для нас неприемлема ситуация, при которой по нашим населенным пунктам ведется огонь без жесткого ответа. Тем временем переселенцы в Бейруте, которые проживают в палаточном городке, ожидают нормализации ситуации, чтобы вернуться домой. Я чувствую, что это еще надолго. Мы еще не придем к соглашению. Каждый раз, когда мы возвращаемся домой, нас снова предупреждают об эвакуации. Если бы была хоть какая-то надежда, мы бы уже вернулись. Если бы это зависело от меня, я бы хотела мира. У меня есть надежда, потому что каждая война заканчивается. Ничто не бесконечно. Все в итоге заканчивается. Мы это пережили. Мы пережили войну 1973 года и другие. Мы думали, что это никогда не закончится, но она закончилась, страна восстановилась, и мы вернулись к жизни. Все в этом мире имеет конец. Япония призывает Иран проявить гибкость для скорейшего достижения соглашения с США и разблокирования Ормузского пролива. Об этом после телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявила премьер-министр Японии Санае Такайти.
Сегодня я провела уже третий телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом. Я вновь подчеркнула неизменную позицию Японии о том, что деэскалация ситуации посредством диалога имеет первостепенное значение. Также я заявила, что необходимо воспользоваться этой возможностью и выразила надежду, что Иран продолжит проявлять максимально возможную гибкость, чтобы соглашение с Соединенными Штатами было достигнуто как можно скорее. Кроме того, я вновь настоятельно призвала как можно скорее обеспечить свободное и безопасное прохождение через Ормузский пролив всех судов, включая японские и суда других азиатских государств. США ведут переговоры о возможном расширении размещения американского ядерного оружия в Европе, включая дополнительные страны НАТО, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, сейчас ядерные бомбардировщики США уже размещены в 6 странах: Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Среди потенциально заинтересованных Польша и страны Балтии, которые рассматривают это как усиление защиты на фоне войны России против Украины. Как отмечает Financial Times, обсуждения связаны с попытками Вашингтона укрепить гарантии безопасности для союзников на фоне тревог в Европе относительно устойчивости американского военного присутствия. При этом источники подчеркивают, что переговоры находятся на ранней стадии и не гарантируют конкретных решений. В ночь на 2 июня Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. По данным украинских военных, были использованы 729 средств поражения разных типов, среди которых баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Под ударами оказались сразу несколько регионов, включая Киевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую, Запорожскую и Полтавскую области. Среди жертв есть дети, включая ребенка 2023 года рождения. Основной удар пришелся по столице. В городе зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах после попаданий ракет и обломков дронов. Повреждены жилые дома, амбулатория и объекты инфраструктуры. В одном из районов столицы после удара загорелась многоэтажка, в других частях города фиксировали возгорание частных домов и нежилых зданий. Погибло 6 человек, 65 пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы. Всю ночь тысячи жителей украинской столицы прятались в метро и в укрытиях. Дым был повсюду. Мы присели с дочерью, я ее прикрыла. Прижались, но камень или обломки здания попали в нее и порвали куртку. Она говорит, что у нее болит спина. Все было затянуто дымом, ничего не видно. Мы не могли понять, что происходит, на какой-то апокалипсис, все в дыму. В Днепре в результате российского удара разрушены жилые дома. Под завалами оказались люди. Погибли 16 жителей города, 42 пострадали. Один из ударов пришелся по многоэтажному дому, где весь день велись спасательные работы. Первый удар разбил стекло, а во время второго обстрела погибла моя дочь. Ее поразил осколок. Она была на лестничной площадке? Она была в квартире. Она как раз шла из кухни в прихожую. До прихожей она не успела дойти. Смотрю, тут вообще разруха. Думаю, меня это Бог отвел, что пока меня штопали, оно прилетело вообще мне под балкон. Вон мой автобус стоит. Женькин автобус стоит. Мы перевозками занимаемся. Автобусы в хлам. Квартира в хлам. Румыния обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства после падения беспилотника на жилой дом в городе Галац. На заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел Румынии заявила, что в результате удара пострадали женщина и ребенок, а зданию был нанесен значительный ущерб. В Бухаресте назвали произошедшее безответственным и опасным для безопасности всей Европы. Только в этом году в Румынии было зафиксировано более 30 подобных вторжений, и их частота растет. Однако на этот раз ситуация отличается тем, что впервые с начала агрессивной войны против Украины румынским гражданам потребовалась медицинская помощь, а имущество Румынии получило значительные повреждения. Мать и ребенок получили ранения и нуждались в медицинской помощи, но сейчас их жизни ничего не угрожает. Удар вызвал пожар и серьезные повреждения здания. Дом был временно эвакуирован. Хочу подчеркнуть контекст. Беспилотник упал в густонаселенном жилом районе, где дети, женщины и мужчины живут вместе со своими семьями. Последствия могли быть гораздо более тяжелыми. Румыния решительно осуждает это безрассудное поведение и повторяющиеся нарушения нашего суверенного воздушного пространства российскими летательными аппаратами. Независимо от того, какой была их первоначальная цель, серьезность произошедшего и ответственность виновной стороны очевидны. Постпред России при ООН. Василий Небензя заявил, что обстоятельства происшествия требуют дополнительного расследования, а версия Румынии вызывает вопросы. По его словам, Москва готова участвовать в проверке при условии предоставления обломков дрона и других материалов.
Госпожа председатель, отмечаем, что румынская сторона поспешила созвать данное заседание и сразу же выдвинула голословные и лишенные объективности обвинения в адрес России. Полагаем, что основной целью нашего нынешнего собрания является отработка запроса западных стран на создание очередной антироссийской информационной волны, любой ценой. В этой связи хотели бы изложить объективную версию произошедшего, поскольку приведенные румынской стороной детали обстоятельств падения БПЛА в городе Галац вызывают вопросы как с технической, так и с фактической точки зрения. Вооруженные силы России действительно осуществляли мероприятия по подавлению военной инфраструктуры киевского режима в ночь на 29 мая. Эти действия реализуются в ответ на теракты киевского режима по объектам российской гражданской инфраструктуры, носят последовательный и системный характер. В рамках данных мероприятий удары наносились по объектам в порту Рени Одесской области, через который наши бывшие западные партнеры поставляют военные грузы для нужд ВСУ. Там они разгружаются, складируются и уже оттуда распределяются по территории Украины, чтобы в дальнейшем задействоваться для атак на наше мирное население. Естественно, мы будем уничтожать такие грузы на дальних поступах. По официальным данным румынской стороны, в городе Галац был зафиксирован прилет якобы российского БПЛА «Герань-2», который попал в крышу одного из многоквартирных домов. Боевая часть этого БПЛА несет порядка 50 килограмм взрывчатого вещества. Если бы такой дрон, как утверждается, упал на крышу дома, то пожаром, фото которого показывали румынские СМИ, дело бы не ограничилось. Крыша была бы разрушена полностью. Расстояние от порта Рени до упомянутого дома в городе Галац составляет 19,5 километров. Если бы ВСУ имели возможность воздействовать на российский беспилотник в городе Рени, он бы упал на месте и уж точно не пролетел бы такое расстояние, не сдетонировал в воздухе. Все обстоятельства случившегося должны были быть установлены в рамках тщательного, объективного и деполитизированного расследования, в первую очередь с привлечением российской стороны. Мы готовы к его проведению, однако, разумеется, только в случае передачи нам для экспертизы объективных данных и обломков дрона. Только после этого мы сможем дать оценку того, что произошло. Украина, Евросоюз и США поддержали Румынию. Посол Украины при ООН Андрей Мельник призвал союзников значительно усилить поставки систем ПВО и активнее помогать в перехвате российских ракет и беспилотников над украинской территорией. В Вашингтоне заявили, что поддерживают своего союзника по НАТО и будут защищать каждый дюйм территории Альянса. Как реагировать на этот преднамеренный, подчеркиваю, преднамеренный, удар беспилотника по мирному городу Галац? Мы должны признать, что наиболее эффективный способ противодействовать подобным российским атакам против румынских и вообще европейских граждан — не допускать появления этих дронов в воздушном пространстве Украины. На практике это означает помощь Украине в защите неба и создание мощного, полностью интегрированного щита противовоздушной обороны с использованием всех возможностей наших европейских партнеров. Мы срочно призываем союзников не просто пересмотреть нынешний подход к поставкам систем ПВО, а увеличить их объемы как минимум в 10, а фактически в 20 раз. Но больше всего Украине необходимо обязательство европейских и американских партнеров активно перехватывать и уничтожать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Удары по Галацу должны стать переломным моментом. Самым эффективным ответом на расширение России войны по Европе станет не очередное выражение обеспокоенности, а решительные коллективные действия, которые лишат Россию возможности терроризировать как Украину, так и ее соседей. Безопасное небо Румынии начинается с гораздо лучше защищенного неба над Украиной. Мы осуждаем безрассудное вторжение российского военного беспилотника, который вошел в воздушное пространство Румынии и ударил по жилому дому, ранив нескольких человек. Соединенные Штаты поддерживают своего союзника по НАТО — Румынию. Наши мысли с пострадавшими и всеми жителями Галаца, которых затронул этот инцидент. Как мы уже заявляли ранее, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Этот инцидент еще раз подчеркивает, почему война между Россией и Украиной должна немедленно завершиться. Соединенные Штаты вновь призывают к немедленному и всеобъемлющему прекращению огня как шагу к прочному урегулированию конфликта путем переговоров. Эта война должна прекратиться. США готовы сделать все возможное для окончательного завершения российско-украинской войны.
Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае России. В Генштабе ВСУ сообщили о подтвержденном поражении объекта и пожаре на его территории. Ильский НПЗ считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Юга России. Его мощность составляет около 6,6 миллиона тонн нефти в год, а часть продукции используется для обеспечения российских войск. Масштабы повреждений сейчас уточняются. По данным проекта «Астра», это как минимум 16-я атака на Ильский НПЗ с начала полномасштабной войны. Силы беспилотных систем Украины заявили о поражении российского сухогруза «Леонид Пестриков» в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области. Удар был нанесен в ночь на 1 июня. По данным 422-го отдельного полка беспилотных систем Люфтваффе, судно атаковали дважды. Сначала беспилотником «Фронт Страйк», а затем дроном «Зазуля» с кумулятивно-фугасной боевой частью весом 50 килограммов. Украинские военные сообщают, что в результате атаки сухогруз получил серьезные повреждения. В США временно заблокировали создание фонда на почти $1 800 000 000, который администрация Дональда Трампа планировала направить на выплаты людям, заявляющим о политически мотивированном преследовании со стороны государства. Фонд возник в результате соглашения между Дональдом Трампом и Министерством юстиции США после его иска к налоговой службе на $10 миллиардов из-за предполагаемого неправильного обращения с его налоговыми данными. Инициатива вызвала резкую критику в Конгрессе. А Минюст США заявил, что не согласен с решением суда, но будет его выполнять до дальнейшего рассмотрения дела. Одна только попытка Дональда Трампа создать этот фонд уже является одним из самых вопиющих случаев коррупции в американской истории. Так называемый фонд Трампа — это хрестоматийный пример использования власти в личных интересах. Трамп подал иск сам против себя, сам с собой заключил соглашение. А затем предоставил себе и своей семье иммунитет, позволяющий избежать уплаты налогов, и заставляет вас, американских налогоплательщиков, платить за все это. Этот фонд никогда не выдержал бы даже элементарной проверки. В то время, когда американцы едва могут позволить себе заправить автомобили, оплатить счета за электричество и купить еду, Трамп хочет, чтобы народ США финансировал подачки миллиардерам движения МАГА, участникам мятежа 6 января, избивавшим полицейских, и собственной семье. Он не хотел ни прозрачности, ни контроля, ни подотчетности. Это отвратительно. Политический аналитик Мэтью Даллок считает, что администрация Дональда Трампа была вынуждена заморозить спорный фонд из-за сопротивления не только демократов, но и самих республиканцев. По его словам, на фоне падения рейтингов президента и приближающихся промежуточных выборов часть однопартийцев Трампа не хочет поддерживать инициативу, которая вызвала серьезный общественный резонанс. Очевидно, что поддержка этого крайне ограничена. Даже внутри республиканской партии, даже среди республиканских сенаторов, поддержка в лучшем случае неоднозначная. Есть несколько сенаторов, которые сказали «да, это хорошая идея», и другие, которые прямо заявили «черт возьми, нам не нужен этот фонд». То есть наблюдается серьезное сопротивление, и оно исходит изнутри, если можно так выразиться, из собственного лагеря Трампа. Уровень одобрения Трампа сейчас ниже 40%. Возможно, это один из самых низких показателей за его 2 президентских срока или почти самый низкий. Промежуточные выборы уже близко. Республиканцы смотрят на ноябрь и опасаются серьезного поражения. Поэтому они не хотят, чтобы Трамп делал что-то сверх уже сделанного, что еще больше усложнит их положение. Забастовка машинистов поездов осложнила утренние поездки для тысяч жителей Лондона. Во вторник в час пик на автобусных остановках и станциях метро образовались очереди, а многие маршруты работали с перебоями. Из-за остановки части железнодорожного сообщения пассажирам пришлось искать альтернативные способы добраться на работу. Профсоюз выступает против изменений в графиках работы. Новые перебои в движении транспорта ожидаются также 3 и 4 июня. В Сантьяго полиция применила водометы против протестующих. Чилийцы вышли на улицы против правительства президента Хосе Антонио Каста. Часть участников бросала камни в полицейские машины, после чего силовики начали разгон толпы и выставили кордоны. Акция прошла после первого обращения президента к парламенту. Протестующие заявляют, что не согласны с его политикой и возможным сокращением социальных программ. Демонстрация переросла в столкновение. Власти заявляют, что действовали для восстановления порядка. В Мехико полиция разогнала акцию протеста учителей, применив слезоточивый газ и спецсредства. Демонстрантов вытесняли с улиц и не дали им пройти в центр города. Протестующие пытались прорвать полицейские заграждения и повредили технику. Власти усилили меры безопасности из-за приближающегося чемпионата мира по футболу.
Участники акции требуют повышения зарплат и улучшения условий труда. По данным профсоюзов, в ходе столкновений пострадал как минимум 1 человек. В Джакарте произошел крупный пожар на рынке Джиунг, в густонаселенном районе города. Огонь быстро распространился по торговым рядам, над районом поднялся плотный столб черного дыма. Утром на месте пожара зафиксированы серьезные разрушения. Обгоревшие конструкции, обрушенные крыши и выгоревшие торговые павильоны. В отдельных зонах остаются следы тления. По данным местных властей, возгорание началось вечером в понедельник и было полностью потушено к утру вторника. Сообщается о нескольких пострадавших. Причины пожара устанавливаются. Пока США и их союзники ищут способы избавиться от зависимости от китайских редкоземельных металлов, Пекин укрепляет свое главное преимущество. Не только в добыче, но и в знаниях. В городе Баотоу, который называют мировой столицей редкоземельной промышленности, работают десятки специализированных лабораторий и учебных заведений, готовящих кадры для одной из самых стратегически важных отраслей современности. Для того, чтобы контролировать всю цепочку создания стоимости в сфере редкоземельных металлов, необходимы также специализированные кадры. Именно поэтому, как мне кажется, за этим стоит масштабное инвестирование в подготовку выпускников с особыми навыками. Суть заключается не только в контроле над производством редкоземельных металлов и использовании природных ресурсов Китая. Это не просто вопрос добычи руды. Речь идет о разработке и реализации стратегии по контролю всей цепочки создания стоимости в этой отрасли. Именно здесь формируется полный цикл производства материалов, без которых невозможно выпускать электромобили, ветрогенераторы, современную электронику и авиационные двигатели. Эксперты отмечают, что Китай десятилетиями инвестировал не только в разработку месторождений, но и в подготовку специалистов, что сегодня позволяет стране сохранять лидирующие позиции на мировом рынке. На этом фоне власти КНР также усиливают контроль над технологиями и отраслевыми разработками, ограничивая их передачу за пределы страны. Огромное отличие состоит в том, что китайские университеты и лаборатории сосредоточены не только на новых материалах, но прежде всего на их практическом применении. Они продвигаются дальше по производственной цепочке, не ограничиваясь поиском новых систем, а создавая дополнительную ценность для материалов, с которыми работают. Главное, что я хочу подчеркнуть, ключевое значение имеет переработка, а не геология. Но для этого необходимы квалифицированные специалисты, техническая экспертиза и капитал. В Тайване показали роботов-собак, которых в будущем могут использовать для патрулирования побережья и островов в Южно-Китайском море. Во время демонстрации представили несколько моделей для разведки, наблюдения и огневой поддержки. Одна из версий оснащена оружием. В Тайваньском военном институте разработки вооружений сообщили, что такие машины могут помочь морской пехоте, береговой охране и военным на удаленных островах. Пока официального заказа на роботов нет, однако военные уже заявили о заинтересованности в их использовании. Корпус морской пехоты считает, что существует острая потребность в таких средствах на пляжах и побережье. То же касается береговой охраны на островах Дунша и Наньша для патрулирования и инспекционных задач. У сухопутных войск также есть потребность использовать их для патрулирования военных объектов. Поэтому мы будем распределять силы в зависимости от потребностей и расположения военных баз, чтобы выполнять различные задачи. После этого мы постепенно расширим применение на другие районы. В Пхеньяне отметили Международный день защиты детей праздничными мероприятиями с участием школьников и воспитанников детских учреждений. В столичном парке Тайсан-Сан прошли выступления, игры и концерты, где дети показывали традиционные танцы, музыкальные номера и участвовали в спортивных соревнованиях. В ходе праздника представители властей заявили, что в стране детей считают самыми ценными сокровищами. Председатель Центрального комитета Социалистического союза женщин Кореи Чон Хён Сон отметила, что дети находятся под особым вниманием государства, а лидер КНДР Ким Чен Ын назван отцом всех детей. Подобные мероприятия в КНДР имеют не только праздничный, но и идеологический характер. Государство организует массовые детские праздники как часть системы воспитания. Детей с раннего возраста вовлекают в коллективные мероприятия, где подчеркивается роль армии, государства и руководства. Перуанские шаманы провели ритуалы накануне второго тура президентских выборов между Кейко Фухимори и Роберто Санчесом. Однако не пришли к единому предсказанию победителя. Одни отдали преимущество Фухимори, другие — Санчесу. По данным экзит-полов, оба кандидата идут с минимальным разрывом, и исход голосования 7 июня по-прежнему считается неопределенным. Во время церемонии шаманы использовали традиционные обряды с фотографиями кандидатов, дымом и символическими предметами. Финал кампании проходит на фоне жесткой поляризации общества. Фухимори, дочь бывшего президента Альберто Фухимори, делает ставку на усиление безопасности
тогда как Санчес выступает за социальные реформы и пересмотр текущего курса страны. Я смог увидеть, что госпожа Кейко София Фухимори станет президентом Перу, потому что народ хочет перемен. Многие критикуют ее из-за отца, из-за брата, но она еще не управляла. В этом году дух Апу, ветры, воздушные силы благоволят Кейко Софии Фухимори, потому что они хотят перемен в Перу. Мы видим, что господин Санчес тот, кто одержит победу, но, к сожалению, есть много вещей, которые не в порядке и которые выйдут наружу. Поэтому, если этот человек придет к власти, мы хотим, чтобы он действовал во благо. Мы не хотим быть как Куба, мы не хотим быть как Венесуэла. Кто бы ни победил голосами или иными способами, мы видим, что это будет мужчина, который будет править.